Всем привет! Сегодня у нас расклад «Как скоро ты замуж выйдешь». И посмотрим причину, почему ты не замужем, а ты не замужем. Потому что не смотрела бы этот расклад. И все остальное посмотрим. Чем все закончится, тоже посмотрим. Итак, приходите в проживание арканов, приходите в манифест. Точно не пожалеете. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Особенно в закрытые расклады приходите. Они более интересны, более глубокие. Итак, давайте начнем наш расклад. Сразу скажу, иногда бывает, что так у меня получается, я хрюкаю, да, когда слишком перевозбужден, слишком погружен в расклад. Поэтому, в комментариях мне написали, типа, я хрюндель и так далее. Я не специально. Итак, давайте начнем, да? Скрытая причина, почему ты сейчас не замужем, это у нас сигнификация. Первые две карты. Последняя карта — это чем все закончится. Так почему ты не замужем? Потому что, тут трактовать не нужно. Ты ж сама не пускаешь вот эти отношения серьезные в свою жизнь. Конечно, ты мне скажешь: «Дед, как я хочу там засыпать в обнимку с ним». С кем, я имею в виду, замуж выйдешь, за кого. Но ты не пускаешь. Потому что колесница, она показывает, что ты сейчас как танк, который к цели, к своей мчится. А цель твоя — это карьера, деньги, саморазвитие. То есть ты вся в движении. Каждый свой шаг контролируешь. Ты планы на год вперед строишь. И ты умничка. Но туз кубков — это шанс на настоящие чувства, которые ты вот в упор не замечаешь. Он тебе мужик из спортзала уже полгода пытается пригласить на кофе, а ты его игнорируешь. У тебя: «Ой, мне некогда, ой, надо мне там на работу, работы много». Ты боишься, что романтика разрушит твой график. А вдруг придется отменить там работу из-за свидания, да? Работа не волк. Работа ворк, да? Вот и получается, эмоционально ты закрыта, вот как сейф. И пока ты не снимешь броню «я все сама решу», даже хороший мужик через твою вот эту сейф, через дверцу сейфа твоего не прорвется. Ты принца ждешь на белом коне, а он уже стучится. Только ты его пихаешь от себя. Понимаешь? Благодаря своим страхам, конечно. Бывшие. Почему тебе попадаются не те мужики, да, которые тебе надо, или мудаки, а ты вот по картам сама их фильтруешь, по кривым своим критериям. Вот смотри, тройка пентаклей — это твой чек-лист. Чтобы он был там с иномаркой, чтобы должность не ниже там начальника, и обязательно ходил в спортзал 5 раз в неделю. И это образно говоря, да, у тебя свой чек-лист. И ты как на собеседованиях оцениваешь мужчин по вот этой зарплатной вилке и по количеству там, как сказать, женщин. А девятка пентаклей — это твоя вот эта «я независимая королева, мужик мне не нужен». Вот мужики чувствуют, ты их не в душу принимаешь, а как инвестицию в свой статус. Понимаешь? Мужика ты раньше бросила, он хороший, нормальный парень был. Но у тебя он же там в старых своих кроссовках ходит, позор.
А потом удивляешься, почему там, как сказать, мужики плохие, которые на тебя хотят кредитов навешать, своих проблем и бухают с друзьями. Ты отшиваешь скромных, но ненадежных. Точнее, надежных. А потом ты плачешь, что все мудаки, потому что ты видишь только вот эти, которые альфонс. Они мачо для тебя. Не на вот это нужно смотреть, и не на кошелек, а на то, как он с официантками в кафе разговаривает. Понимаешь? Вот тогда и попадется тебе хороший человечек. Когда и как ты встретишь своего будущего мужа? Примерно через месяцев 8. И все будет как в кривом кино. Королева мечей — это ты. В режиме «я сама справлюсь, я сама снежная королева». То есть ты будешь там с кем-то ругаться, вот вся такая вот. А туз жезлов — это вот он. Новенький мужчина, который пришел извиняться там за что-то. И ты ему, как говорится, в глаза скажешь вот это все, что у тебя накипело по королеве мечей. А он принесет тебе, как сказать, что-то, чтобы тебя задобрить, чтобы твою королеву мечей растопить. И познакомьте в жестком споре. Потом поймете, что спорите уже для галочки, да? Это как флирт такой, своеобразный. Потом ты поедешь с ним в путешествие в какое-то, и там вас, как говорится, накроет. Главное тут, знаешь, не саботировать начало. Не придумывай, что он слишком спокойный, что он слишком нудный, что он слишком скучный или там зарабатывает мало. Потому что это твой. Как говорится, картами проверено. Какой семейная жизнь будет ваша? Страсть или спокойствие? Спокойствия не жди. Все будет как на этих американских горках. Девятка мечей — это твои вечные страхи и заморочки. То тебе, грубо говоря, приснится, что он поцеловал другую, то себя накрутишь из-за его поездки на рыбалку. Вот первые 2 года вы будете ругаться из-за мелочей. Он носки не туда кидает, ты слишком много тратишь там деньги на крема всякие свои. Но тут страсть не угаснет, нет, после каждой ссоры будет дикий примирительный компот. Через лет 5 научитесь мысли друг друга читать. Он тебе чай, как говорится, принесет до того, как ты попросишь. А ты ему там билеты на его футбол или хоккей. Главная опасность тут твоя привычка в прошлом копаться. Не вспоминай его бывших. Не вспоминай свои старые обиды, связанные с твоими бывшими. А то просто доведешь эти отношения до развала. Ну, итог будет все крепко, но не тихо. Знаешь, вот с воплями «я тебя убью», и потом «родной, прости, я все тебе прощаю». И все это в 1 час. Ну, примерно так. Давай перейдем ко второму варианту. Двоечки, сразу скажу, первые 2 карты — это сигнификация. Если я говорю не о тебе, значит расклад не твой. Неважно, выбрала ты оранжевый камешек или второй вариант, все выбирается по сигнификации. А сигнификация у нас скрытая причина, почему ты не замужем сейчас. А ты тут трактовать даже не нужно. Ты вечно вот втягиваешься в эти мелкие войны. То с коллегами из-за премии споришь, то с подругой из-за там всякой ерунды споришь, то даже сама с собой. Потому что недовольна своим весом. На попе целлюлит.
И вот пятерка жезлов — это твой вот эта вечная битва, где ты тратишь энергию на всякую ерунду, вместо того, чтобы там сосредоточиться на поиске нормального мужчины. А еще у тебя в голове шестерка пентаклей сидит, как опухоль. Ты подсознательно считаешь, что отношения должны быть как сделка. Я ему там борщ, компот, красоту, молодость, а он мне там кольцо, золото, безопасность, деньги. Вот и получается, что вместо искренности ты включаешь вот этот режим бухгалтера. Взвешиваешь, кому сколько чего отдать, чтобы получить выгодное предложение. А мужики-то это чувствуют за 500 тысяч километров. И что получается? Они либо бегут, либо пользуются твоей идеей вот этой справедливого обмена и начинают тянуть из тебя ресурсы. Твой бывший, который вот 3 года за твой счет жил и обещал жениться, когда вот карьера вот-вот выстрелит. Вот это как раз вот этот пример такого дисбаланса. Пока ты не прекратишь вот эти игры в конкуренцию, да, там на работе с подругами, даже в очереди, и пока не перестанешь измерять любовь в процентах, да, я тебе 50%, ты мне тоже столько же, то серьезные отношения не сложатся. Мозг твой занят дерьмом, извини меня за выражение, а не поиском нормального мужика. Почему тебе попадаются не те или мудаки, а ты сама их притягиваешь? Потому что ты боишься выйти из своей уютной клеточки. Вот четверка жезлов — это твоя зона комфорта. Квартира, где все по твоим правилам, стабильная работа, где ты там, как говорится, звезда, четкий график, там встречи с подругами и так далее. Ты как бабушка, которая 30 лет жарит котлеты по четвергам и боится купить мультиварку. А четверка кубков — это твое хреновое отношение к мужикам. Или ты ждешь принца, который будет соответствовать по всем 1500 пунктам твоего списка, да, а у тебя там рост, какой рост должен быть, какая зарплата и любовь к котикам. Или ты впадаешь в спячку. Когда нормальный мужик пытается с тобой заговорить, ты в домике. Парень вон у тебя предложил тебе помочь сумку донести. Он идеальным не был. Ничего не модно и так далее. И ты его слила, потому что сердечко не ёкнуло, искра не прилетело. А потом просто узнал, что он женился, и у него все хорошо. Ты отшиваешь адекватных, потому что они якобы скучные. А потом ты удивляешься, почему остаются только нарциссы, мудаки и прочие не те, которые тебе рай обещают, а на деле просто из тебя энергию сосут. Когда и как встретишь своего будущего мужа? Ну, когда будешь в полной жопе. И случайно. Шут — это вот как раз ситуация, где ты сорвешься с цепи. Там влезешь в скандал, начнешь орать, а он рядом окажется. Такой же уставший, с такой же перегруженной головой и с кучей проблем. Но он встрянет, скажет типа, там, ты сейчас лопнешь от злости, давай кофе попьем. И это все будет или весной, или ранним летом. Ну смотри, ну да, где-то так. Главное, тут ты будешь в таком стрессе, а у тебя работа, кредиты, скандалы с родителями или с подругами, что ты даже не подумаешь флиртовать. И вот это его зацепит. Ты настоящая будешь, без гламурной вот этой маски, без розовых соплей. И он сам предложит помощь. Не потому, что хочет затащить в постель, нет. Потому что он сам устал от фальши. Понимаешь? И просто увидит в тебе вот этого живого человека.
Сначала, знаешь, общаться будете так себе. Ну, как сказать, вот как знакомый. Потом просто поймете, что ментально держитесь за руки. Какой будет твоя семейная жизнь? Ну, знаешь, тут шахматы. Туз мечей — это не истерики, это все с холодными мозгами, вот так вот скажем. То есть мозги, стратегия, холодные мозги, холодная голова. У тебя не будет там «ты меня не любишь» и прочих вот этих истерик. Слез в подушку тоже не будет, выяснения отношений тоже не будет. Вы оба будете решать проблемы через язык, через рот, через разговоры. У вас будут договоренности, четкие правила. Например, там, если ты устала, то сразу говори, а не копи обиду по той месяц. Если он про вашу дату забыл, ты сцену не устраиваешь, а просто напоминаешь. Вот так вот. Мало будет, да, вот этой киношной страсти. Не будет этих посуды побитой. Зато перестанешь бояться, что он сбежит после первого же конфликта. У вас даже компот будет больше вот про доверие, чем про безумие. Вы научитесь говорить, что нравится, а что нет. Ротом начнете говорить. Понимаешь? То есть, ну как сказать, два взрослых человека решают проблемы ртом, а не истериками. Вот такая вот семья будет. Тут нет романтики такой, где сопли, воздушные шарики, я тебя люблю на асфальте, но зато надежно, как вот швейцарские часы. Понимаешь? Все ты понимаешь. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки, простите меня. Простите, правда, но десятка мечей по-другому никак не прочитаю. Ну, никак просто. Какой будет семейная жизнь, десятка мечей. Но забегать не будем, извинения я попросил. Начинаем с тех, кто впервые расклады смотрит. Сигнификация. Вот первые две карты — это сигнификация. Это чтобы понять, для тебя этот расклад или нет. И неважно, по интуиции ты выбрала третий вариант, выбрала ты полосатый камешек, это все неважно. Ориентируемся заговорился. По сигнификации. А сигнификация у нас скрытая причина, почему ты сейчас не замужем. Тут трактовать даже не нужно. А император у тебя внутри сидит, который диктует правила на все случаи жизни тебе. Ты с убеждением выросла, что сначала надо построить крепость, да, там стабильная работа, квартира, счет денежный в банке, на счету хорошо, все, а уже потом, когда-нибудь, кого-то внутрь пускать. А двойка жезлов это просто подтверждает. Ты вот стоишь на балконе своей идеальной жизни. На горизонт смотришь и ждешь, когда мужчина появится, который соответствует твоему плану, который ты составила 10 лет назад. Ты не замечаешь, что ты отсекаешь всех, кто не вписывается в твой вот этот план. Парень без машины нет, не подходит. Работает там творческий человек, да, не в офисе, рискованно. В другом городе живет вообще неудобно. Не дай бог в другой стране. Ты не замужем, потому что твоя система отбора, она работает как вот этот, не флюорография, а вот как называется, который в аэропорту-то просвечивает. Сканер. Вроде сканер. Вот как сканер в аэропорту. И даже мелкие несоответствия, они становятся поводом для твоего отказа.
В прошлом году ты вообще классного мужика отшила, потому что у него там чего-то не хватает. У него что-то там пальчиком шевелил не так. А он мог бы там за месяц тебя счастливой сделать. Но ты даже шанса не дала. Пока ты не ослабишь хватку и не позволишь жизни внести коррективы в твой вот этот десятилетний план, то твоя женитьба, ой, нет, не замужество, оно откладываться будет. Почему тебе в итоге попадаются не те или мудаки, а ты звезда? Ты вот веришь, что Вселенная, она пошлет тебе принца на белом коне, и ты ждешь знака. А пока ждешь, то идешь там на встречи с подругами по тройке кубков, да, где знакомишься с первыми встречными поперечными. Проблема в том, что твой вот этот фильтр мудаков, он отключается в шумной атмосфере. Под смех с подругами, под музыку, там парень заводил и сразу кажется душой компании. На деле он просто любит внимание, он просто нарцисс. На корпоративе у тебя встретился остроумный, всех смешил, а потом выяснил, что у него есть жена и ребенок. Ты выбираешь мужчин вот в моменты, когда эмоции зашкаливают. А это там вот эти все посиделки с подругами, свадьбы, дни рождения, какие-то вечеринки. И там включается твоя фантазия. Вот он танцует с тобой под всякую, эту, как его называется-то, медляки, вот как сказать литературным словом. Ну, если ты моего возраста, то ты прекрасно знаешь, что такое медляки. И вот танцуешь с ним, и у тебя уже страсть. Как он тебя трогает, у тебя фантазия включается, а то и вообще представляешь свадебный танец вот этот. Но вот эти мужички — это временщики. Ну, вот я не знаю, как сказать. Они временные. Они хороши для праздника, посидеть вот часик, да? Но не для будней. Перестань искать любовь в толпе подружек. Настоящие мужчины, они не кричат о себе на весь этот там кафе, свадебные вечеринки и так далее. Понимаешь? На всю тусовку. Не кричат. Представляешь? Когда и как ты встретишь своего будущего мужа? Месяцев через 9-12. В конце следующей зимы. Когда вот разберешься с какой-то судебной штукой. Понимаешь? И это будет резкое пересечение. Ты вот освободишься от вот этих судебных каких-то бумажек и так далее, и вот куда-то зайдешь там на часик, да, там для кафе и так далее, и вот он ворвется туда, в это кафе, как рыцарь мечей. Четко, быстро, и вот, как говорится, столкнетесь. И он, знаешь, вот как будто в чем-то или провиниться, ну вот он напором будет по рыцарю мечей. Но это не рыцарь жезлов, поэтому напор не такой, когда страсть, да, а вот как будто вы столкнетесь. Понимаешь? И общение начнется оно с конкретики, без страсти. Не путай страстного рыцаря и мечей. Это вот лоб в лоб. Или у вас встреча в кафе деловая. И он сразу скажет тебе, что не полюбит вот эти игры в романтику, розовые периоды и прочее вот это. И он просто тебя вот потом пригласит куда-то вот на такое вот мероприятие, где не шумная компания страстная, да, а вот типа вот концерт пианиста, опера, вот такое вот, да, мечевой. И ты просто поймешь, что любишь тоже классику. Потом проводит, потом, вот знаешь, он напрямик все будет спрашивать.
Это не будет такие вот игры типа позвонит он на следующий день или не позвонит. А это будет, вы знаешь, примерно вот как сказать тебе, как вот в лоб спрашивают, да, я тебе понравился? А ты такая, тоже такая опешишь, скажешь, как сказать, от прямоты опешишь, да, и такая, да. Ну, скажешь, ну а чего, давай тогда встречаться с тобой. Я завтра за тобой заеду, во столько-то будем там вот это делать. И свадьба быстро будет. Примерно полгода где-то после знакомства. Без вот этих долгих проволочек. Потому что по мечам, как ты хотел, по мечам это как договор. Понимаешь? Семейная жизнь какая будет, прости меня еще раз. Вы разведетесь. Разведетесь из-за предательства. Ты выйдешь за него замуж, но он, знаешь, он стабильный, но он ничегой. И тебе просто будет скучно, тебе захочется страсти и так далее, и тому подобное, чтобы фейерверк. И, конечно же, тебе попадется мужичонка с коробчонку, который не посмотрит, что, как сказать, не посмотрит, что ты замужем, и предательство. С твоей стороны предательство. Потому что он мечевой, а ты тусовки любишь. И вот на тусовке ты вот вспомнишь, каково это, да? Страстные эти искорки. Ну, прости, а как я тебе по-другому не скажу? Грязно, больно, а что поделать? Вот так вот все. У вас развод. Десятка мечей — это самая негативная карта. Это когда пипец полный без возможности восстановления. Прям самый огромный пипец. Он ничего не изменит. Изменишь ты, любительница тусовок. Любительница нарциссов. Ну, а дальше посмотрим, как оно все будет потом. Всегда помни, что дед всегда рядом.